Привет, друзья! Ситуация в Иране привела к серьезным перебоям в мировой торговле нефтью. Рынок нестабилен, цены растут и ситуация изменяется с каждым часом. Чтобы хоть как-то сбить этот безумный задор цен, власти Германии приняли экстренное решение. Мы начинаем вскрывать национальные нефтяные резервы. Я внимательно следил за реакцией G7, даже простое обсуждение этого шага в понедельник заставило нефть похудеть сразу на $20. Теперь от слов переходим к делу. Реальный выброс нефти на рынок должен успокоить этот хаос. И я вам скажу прямо, вызов, с которым мы сегодня столкнулись, самый масштабный за всю историю. Германия здесь не одинока. 32 страны Международного энергетического агентства единогласно решили выплеснуть, скажем так, на рынок в общей сложности 400 миллионов баррелей из своих заначек на черный день. Вклад Германии в это спасение составит 19,5 миллионов баррелей. Для справки, 1 баррель – это почти 160 литров сырой нефти. Основная причина – это текущее напряжение событий в Иране. Блокада штрассы фон Хормуз Ормузского пролива дала серьезное ограничение на поставки нефти. Вдумайтесь, через это узкое горлышко обычно проходит пятая часть всех мировых поставок. Сейчас эта артерия перерезана. Масштаб этой экстренной реакции не имеет прецедентов. Я считаю, что это единственный такой верный путь, потому что нефтяные рынки по всему миру связаны в одну цепь. Если происходит сбой такого уровня, ответ должен быть совершенно глобальным. Энергетическая безопасность сегодня – это вопрос номер один для каждого из нас. Друзья, главный вопрос также сейчас и в какие сроки эти резервы выльются на рынок, и тут я вижу серьезную вилку. Каждое правительство будет само решать, когда открывать вентиль, исходя из своей личной безопасности. В Европе сейчас нет физического дефицита нефти, как это было в 2022. Тогда у нас вылетел ключевой поставщик, и мы в панике скупали все подряд, взвинчивая цены по всему миру. Сегодня ситуация перевернулась, и главная дыра в поставках именно в Азии, и именно их голод тянет наши цены вверх. Но я считаю, что Германии нельзя быть слишком щедрой, нельзя разбрасывать свои резервы за неделю, потому что иранский конфликт – это марафон, который может растянуться на долгие месяцы. У стран-участниц в заначке лежит 1,2 миллиарда баррелей, плюс еще 600 миллионов промышленного запаса. Но вот в чем загвоздка. Выбросить на рынок просто сырую нефть – этого мало, это не уронит цены на заправках мгновенно. Я уверен, что скоро властям придется вскрывать запасы уже готового топлива, то есть дизеля и керосина, которые дорожают просто неадекватными темпами. А вот ситуация на границах становится крайне напряженной. Например, в Польше наблюдаются большие очереди и напряжение на заправках. Немецкий бензиновый туризм из-за войны в Иране вырос настолько, что польские заправки просто не выдерживают. В Свиноуссе местные власти уже бьют тревогу, заправки закрываются одна за другой, потому что топливо тупо закончилось. Речь уже не о том, что бензин дорогой, речь о том, что его просто физически нет. Если вы планируете поездку за дешевым баком, забудьте, вы рискуете застрять с пустым баком перед закрытыми воротами. Пока иранский кризис выжимает последние евро из немецких водителей, на заправках в Польше началось формальное паломничество. Люди едут через границу с дополнительными канистрами для топлива. И я их понимаю, когда вижу этот дикий разрыв в ценах. Посмотрите на цифры. В немецком Херенсдорфе на острове Узедам литр дизеля подскочил до 2 евро 7 центов, а всего в несколько километров в польском Свиноуссе тот же литр стоит 1 евро 38 центов. С бензином та же история. Супер в Германии пробил отметку в 2,10 евро, а в Польше всего лишь 1,33. Простая арифметика. Один полный бак экономит вам минимум 40 евро. Еще неделю назад разница была около 60 центов, но сейчас пропасть только растет. Жадность некоторых туристов уже переходит все границы. Люди заливают не только баки, но и десятки литров дополнительной емкости. Итог предсказуем. В этом же Свиноуссе заправки начали закрываться. У них просто физически заканчивается топливо. Власти города уже официально обратились к владельцам АЗС с просьбой ограничить продажу топлива в канистры не более 20 литров на руки. Напоминаю тем, кто решил скупить все топливо в округе, закон суров. Без уплаты налогов в Германию можно ввести только полный бак
и одну канистру на 20 литров. Все, что сверх этого, это контрабанда, за которую придется платить минеральный налог, и вся ваша выгода моментально сгорит в штрафах. Тем не менее, я вижу первый крошечный повод для оптимизма. Впервые с начала кризиса в Иране цены на немецких АЗС показали небольшой откат. В среднем по стране бензин подешевел на 3,4 цента, а дизель на 5,4 цента по сравнению с предыдущим днем. Это еще не победа, но возможно первый сигнал, что экстренный выброс резервов начал работать. Сегодня также ситуация с газом принимает по-настоящему пугающий оборот. Иранский кризис ударил не только по нефти, он поставил под удар весь импорт сжиженного газа в Европу. Я зафиксировал тревожный тренд. Еще 3 гигантских танкера с LNG, SPG газ, которые должны были разгрузиться в европейских портах, внезапно сменили курс. Теперь они идут в Азию. Причина цинична и проста. Там платят больше. Китай и его соседи куда сильнее зависят от поставок из Персидского залива, и они готовы выкладывать любые деньги, чтобы не допустить коллапса. Блокада штрассе фон Хормус, Ормузского пролива и полная остановка добычи в Катаре вызвали на рынке настоящую истерику. Если где-то возникает дефицит, цена взлетает повсюду. Танкеры из Соединенных Штатов Америки и Африки теперь просто выбирают тот порт, который обещает максимальную прибыль. В этой игре побеждает тот, кто предложит самую высокую цену. И на данный момент это не мы. В общей сложности уже 6 судов, которые ждали в Европе, ушли к азиатским берегам. Для нас это катастрофа, потому что именно сейчас, весной и летом, Германия обязана заполнять свои хранилища. По закону к ноябрю мы должны выйти на уровень хотя бы 80%. Но посмотрите на данные федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur. На 11 марта 2026 года уровень заполнения хранилищ составляет ничтожные 22%. Это исторический минимум. Мы входим в сезон закачки с пустыми баками. Я согласен с экспертами рынка. Европа сейчас вынуждена не просто бороться за каждый кубометр газа, когда мировое предложение рухнуло на 20%, но и делать это в условиях полного отсутствия финансовой логики. Конфликт в Иране поднял летние цены настолько, что компании сейчас невыгодно покупать газ и хранить его в резервуарах. Экономическая модель сломана. Если ситуация в заливе не разрядится, мы рискуем остаться зимой вообще с пустыми хранилищами и заоблачными счетами. Сейчас на рынке наблюдаются критические изменения, трейдеры больше не надеются на быстрый исход, все больше игроков закладывается на то, что война в Иране затянется минимум на месяцы, и это приговор для текущих цен. На 11 марта 2026 года котировки на бирже вплотную подошли к 50 евро за мегаватт-час, но я предупреждаю, это только цветочки. Если танкеры продолжат уходить в Азию, мы увидим взлет, который перекроет все рекорды прошлых лет. Сегодня все зависит от двух факторов. Во-первых, до какого предела готов платить Китай, прежде чем его промышленность столкнется с дефицитом ресурсов. И во-вторых, какую цену готовы выложить наши концерны и правительства, чтобы заполнить хранилище к зиме. И еще такая поразительная вещь. Большая часть немецкого импорта сжиженного газа до сих пор идет не по твердым долгосрочным контрактам, а через свободный рынок. Мы строили терминалы в спешке и надеялись, что предложение в мире вырастет, а цены упадут. В итоге мы отказались от стабильных поставок ради призрачной выгоды на спотовом рынке, и теперь в разгар кризиса мы вынуждены переплачивать втрое, конкурируя с азиатскими титанами. Официальные лица продолжают твердить, что снабжение стабильно и проблем с безопасностью нет, но я смотрю на это совершенно иначе. Газ в трубах может и будет, но вопрос в его цене. Трейдеры сами решают, до какого порога им выгодно закупаться. Если частники решат, что риск слишком велик, наполнять резервуары придется государству за счет наших с вами налогов. Пока Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен пытаются сохранить лицо, но реальность 2026 года диктует свои условия. На этом пока все, факты на столе, а выводы делайте сами. Спасибо за просмотр.